Всем привет, уважаемые зрители, подписчики моего канала, и с вами Васильевич. Я продолжаю свою тему, это табаководство, и сегодня у нас главный герой этого видеоролика – это машинка для нарезки табака из Польши. Почему? Потому что очень много вопросов на канале задается именно вот об этой машинке для нарезки табака. Кто-то приобрел себе уже такую, кто-то доволен ей, радуется, она полностью хорошо работает, кто-то сомневается в том, что ему лучше приобрести. И сейчас я постараюсь ответить на все задаваемые вопросы. Начнем с того, что раньше мы работали на ней 3 табаковода. Перерабатывали, то есть мы 3 урожая табака. На этой табакорезке она справлялась с этим, я скажу, у меня не было никаких совершенно к ней претензий. Поэтому о надежности этой машинки я надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Сейчас мы работаем 2 табаковода на ней. То есть раньше Николай Николаевич, Иван Иванович и я. Сейчас у меня Владимир, кстати, вот видео об его уникальной плантации, когда он не смог и посанковать, и убрать цвет, уехал в командировку, и приехал, у него там лес есть на моем канале. И вот сейчас он этот весь лес также точно перерабатывает вместе со мной на моей табакорезке. То есть о надежности ее, я надеюсь, что я ответил на вопрос. А те 2 табаковода заказали себе табакорезки от Ивана Тырышкина, Алтайки. Сейчас они у них превосходно работают, у них стоят электроприводы от мясорубов. То есть все довольно-таки компактненько выглядит, как видите, у меня это целый стол. Во-первых, у меня есть место, во-вторых, не так удобно. Электродвигатель у меня от машинки ОП, потом редуктор от болгарки, и, естественно, 2 шкива, ременная передача и соединительная муфта. То есть это обыкновенная головка на 6. Только единственное, я сверлился с обоих сторон и поставил еще и шплинты для надежности. Потому что грани в этой табакорезочке очень маленькие. Как вы понимаете, табакорезка сама из себя представляет всего лишь навсего вот этот контур. То есть вот она табакорезочка. Вот это уже сделал я. Защиту, здесь 2 шестерни. Видели на сайтах. Защиту вот эту тоже поставил я. Кстати, у меня там забита смазка, литол. Для того, чтобы шестерни у нас крутились смазки, они на сухую. А насчет хитрости в использовании этой табакорезки, я могу сказать так. Вот я включаю, нарезаю примерно, перед включением, я, в моем случае это жук маленький такой, в вашем случае может быть обыкновенный пульверизатор. Я добавляю воды на вальцы, потом запускаю машинку и начинаю резать табак. Я не жалею ни по одному там расправленному листочку, прям по несколько листов туда. Она справляется идеально, нарезает эти листы. Но, как я уже говорил, большую солому я не режу. То есть у меня лапша, соломка, как хотите, так и назовите, она крутенькая. Потому что я листочки, большие листы делю, допустим, на 6 частей, когда убираю центральную жилку. Небольшие листы на 4 части. Потому что мне удобно работать с небольшой соломкой. Потом я ее запустил, начинаю резать листы. Начинает немножко подкатывать вальцы. Табак не весь одинаковый. Какой-то он слегка даже суховатый, вроде бы его немножко увлажнить. Какой-то слегка влажен. И вот именно вот этим влажноватым табачком начинает закатывать внутри вот эти 2 вальца, которые выполняют функцию нарезки нашего табака. И двигатель, это электродвигатель, а если вы крутите рукой, то вы сразу поймете, что стало тяжело. Здесь по двигателю слышно, что стало резать тяжелее. Я снова вот так прям поливаю водой, не жалея, и сразу же машинка обкатывает все, что она себя накатала, следующим листом, который вы подаете, он выкатывает вот то, что забило вот именно на вальцах, оно просто-напросто выкатывает, вальцы становятся идеально такие чистые, буквально даже белые, цвета металла. До такой степени становятся чистые, и машинка работает с такой же легкостью. То есть немножко порезал, добавил водички, немножко порезал, добавил водички. Кому-то, может быть, это пригодится. Но мне с водой именно резать, мне очень-очень нравится, как работает эта машинка. Потом говорят, что мы заказали, допустим, из Польши пришла какая-то вся шаткая, вяткая и якобы там не из металла. Сразу же хочу заметить, у меня эта конструкция самой табакорезки, она полностью металлическая. Потом, валы у меня на подшипниках. Здесь стоит на 2 валах, естественно, 4 подшипника. Здесь у меня стоит небольшая такая муфточка. Она под головку на 6. Да, и сейчас я, кстати, покажу, как выглядит ручка. Да, машинка здесь на сварке.
Здесь прихватки, сварки, ну и в основном она, конечно, стягивается еще на болты. Вот вы можете наблюдать, здесь есть болты, то есть они стяжки, они являются стяжками, эти болты. Потом у меня регулировки вот здесь вот на планке, вот они болты, шестые. Планка очень такая, ну, из надежного металла, где-то примерно миллиметров 6 она выполнена, эта планка. На ней стоят съемники, то есть которые снимают, естественно, табак с вальцов. Ну, то, что вот пытается закатать вальцы, оно снимает. Поэтому, чтобы легче снимало, вот она и вода. Вот отсюда и хитрость. Снимать в 2 раза легче. Значит, вот эти планки, они регулируются вот этими вот болтами. Это прекрасно видно, что здесь стоят болты на 6. То есть стало плохо снимать, болтики немножко подтянул. Ну, естественно, попробовал рукой, то есть покрутил ее, чтобы не зажало. Чтобы вот именно съемники наши, вот эта гребенка, она не прижалась к вальцам до такой степени, чтобы они просто-напросто не стали проворачиваться. А у меня они проворачиваются очень легко. Вот. Даже слышно. То есть зазор на шестерне, я свободно вал кручу рукой. Ну а второй вал он у нас соединен вот с этой муфтой. То же самое. Сейчас я покажу ручку, заводскую ручку, секунду. Вот так вот у нас выглядит заводская ручка. То есть это буквально вот проволока 8, прут, вернее, 8, загнутый. И здесь на обычную сварку приварена обыкновенная 6-я головка. Головка обыкновенная из набора. С автомобильного набора. То есть вот так это все примитивно выглядит. Ну пробуем, нарезаем наш табачок. Я сразу же скажу, я там по одному листочку аккуратненько расправляю листочки. Нет, сейчас вы все сами увидите, как я нарезаю. Вот она прямо пачка листов, заходит, ничего я не управляю, она у меня уходит туда. Единственная вот хитрость, если в вашей табакорезке вот пачка листов, вот она у меня пошла в табакорезку, вот. Единственная хитрость, если двигатель, вы слышите, что стал работать немножко с напругой, вот она вода вам в помощь. То есть с водой, когда вы увлажнили, этой же табакорезке работать в 1000 раз легче. Она моментально проглатывает табак. Я постоянно немножко увлажняю вальцы. В общем, я могу сказать только одно. Вот видите, какими пачками я никогда ничего здесь особо не нянчусь с табаком. Там по листочку аккуратно. Все отлично у меня, слава богу, работает, и у меня с ней нет никаких проблем. Поэтому говорить о ее надежности и о том, стоит ли мне ее покупать, будет ли она работать, как она нарезает табак. Я надеюсь, что я ответил на все заданные мне вопросы относительно вот этой машинки для нарезки табака из Польши. На этом я заканчиваю сегодняшний видеообзор. Всем спасибо за просмотр. Кому было интересно и полезно это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте о них вопросы, на которые я с удовольствием отвечу. И подписывайтесь на мой канал. И с вами был Васильевич. Всем пока!